настолько сильный бадун, что я никак не могу решиться. Ледяная. Hello. Wow. Но в моем нынешнем состоянии вниз лучше не смотреть. Этот мост, он словно магнит. Каждый раз притягает к себе обратно. Сметаны они от души положили. Брюс Ли. Длина реки, которая протекает под землей, около 20 километров. И вот она вытекает именно в этом месте. Вот он, священный дом для мусульман, который называют Текия Дарвишей. Всем привет из великого боснийского города Мостар. Сюда я прибыл вчера вечером и успел уже немного ознакомиться с местностью. А вечером довольно-таки сильно накидался местной ракеей. Утро у меня совсем недоброе. Башка тяжело переваривает. И мне стоило немало усилий заставить себя выйти в город. Пью много воды. Надеюсь, что через часик-полтора начну постепенно отходить. Мы сходу начинаем наш обзор города со знаменитого моста. Каменный мост. Визитная карточка Боснии. Шучу я. Это его копия. Мини-мост. До того моста мы еще дойдем. Смотрите, сколько здесь минаретов. Раз, два, за ним еще третий. Вчера вообще, когда я прогулялся по старому городу, я насчитал около 8-7 мечетей. Все они похожи. Но есть одна, которая особо примечательная. В ней можно подняться в минарет. И оттуда будет прикольный обзор на город. И туда, безусловно, я планирую сегодня попасть. Пока давайте осмотрим мини-мост. Здорово! Уточки плавают. Красиво здесь, большое удовольствие гулять по переулкам старого города. Здесь вдоль реки множество ресторанов и гостиниц с интересным видом. Вот он, красавец, который как магнит тянет всех туристов, которые посещают Боснию. Во время войны в Боснии в 90-х годах мост этот разрушили, а в нулевые года его заново перестроили в том же стиле, в котором он был построен ранее. Здесь еще вышка такая есть. Интересно, сколько метров. Наверное, летом прыгают. Я знаю, что с самого моста летом прыгают местные за деньги, чтобы поразвлекать туристов. Ну, мост, насколько я знаю, где-то метров 25. Ледяная. Ну что, перейдем на другую сторону старого города через этот великолепный мост. Здесь есть также несколько музеев по обе стороны моста. Я вот хочу подняться на башню одного из музеев, но у меня настолько сильный бадун, что я никак не могу решиться. Мне 2 ступеньки трудно преодолеть.
10 марок стоил вход сюда. Здесь 5 этажей. Есть еще спуск вниз, где рассказывают о разрушении этого моста. Вот что произошло с мостом в первой половине 90-х. Так, похоже, вот эта самая мечеть, о которой я говорил, Мехмед Паша. Здесь можно подняться на минарет и посмотреть обзор. Hello. Wow. Что мне здесь нравится, так это то, что здесь ограждение, оно по пояс. Нет никакого стекла, железяк всяких, то есть достаточно комфортно и глазу приятно. Но в моем нынешнем состоянии вниз лучше не смотреть. Тем более забор всего лишь по пояс. Как я уже говорил ранее, этот мост, он словно магнит. Каждый раз притягает к себе обратно. Каждый раз, когда я куда-то отхожу, в итоге я опять сюда возвращаюсь. Так, 11,5 часов я себя заставил выпить горяченького супа в надежде, что после него у меня появится аппетит на более существенные вещи. Так, разыгрался аппетит, заказал себе вареники местные с мясом, сметаны они от души положили. Ну, само мясо так себе, средненько. Не сказать так, чтобы я прям улетел. Сейчас я хочу посмотреть еще несколько интересных мест Мостара, которые находятся за пределами старого города. И затем я отправлюсь в городок Благай. Собирался уже выезжать из города. И по дороге решил остановиться в местном таком городском парке, где в основном гуляют только местные. Вот такой вот памятник находится в Мостаре. Знакомы с этим персонажем? Брюс Ли. Довольно-таки ухоженный парк. Да и местные, смотрю, здесь наслаждаются. А еще рядом с парком есть такая вот снайперская башня. Я думаю, нетрудно догадаться, почему она называется так. В 90-е годы, когда здесь была
война. С этой крыши стреляли снайперы, и по сей день это здание осталось заброшенным, разрисованное граффити. Некоторые туристы, я читал, что залазят туда на крышу, есть прикольный обзор. Поначалу я думал, может забраться туда, а потом что-то как-то мне расхотелось. Много этажей наверх подниматься. Я сейчас не в тех кондициях, чтобы перелазить через всякие заборы и взбираться куда-то наверх. Поеду я сейчас на другую вершину, на более доступную, куда я могу просто проехать на машине. Здесь город окружен с обеих сторон горами, и с обеих сторон есть интересные пейзажи. Я, пожалуй, поеду на одну из этих вершин. О, легкий дождик покапывает. Ну что, я подобрался к кресту героев, который называется Ахум. И отсюда можно рассмотреть город с высоты птичьего полета. Опа! Интересно, прям дорога сама для машин упирается прям в сам крест. Я вижу, в крест можно войти, там есть дверь какая-то и ступеньки, ведущие в самый верх. Ну, я полагаю, что там дверь заперта сейчас. Итак, я приехал в еще одно волшебное место, которое находится в 15 минутах езды от Мостара. Это городок Благай. Я сразу же заехал в одно интересное место, которое пользуется большим спросом среди местных и среди туристов. Вот она, это блаженное место, главная точка этого города. Как видим, река вытекает из пещеры. И туда, кстати, можно взять тур на лодке, так как дождей за последнее время не было, вода не поднялась. Потому что в зимнее время на лодке туда невозможно будет заплыть. Четыре марки стоит экскурсия, 10 минут. Так что поплыли в пещеру. Ох, ничего себе, сколько здесь голубей. Прям голубиное царство. Длина реки, которая протекает под землей, около 20 километров. И вот она вытекает именно в этом месте. Здесь глубина 13 метров, и дайверы могут погрузиться вниз и заплыть прям в подводную пещеру, откуда протекает сама река. Мне вот сейчас лодочник рассказал, что сюда погружались французские дайверы и достигали глубины 300 метров. И не обошлось также без несчастных случаев. Один из дайверов даже погиб здесь. Теперь я хочу перебраться на ту сторону, чтобы посетить вот этот дом, который напротив меня. У него тоже большая значимость здесь. Это святое место для мусульман. Здесь, кстати, можно сделать крутой хайкинг на вершину скалы. Там же находится крепость. Я думаю, туда попозже подъеду на машине. Я вот думаю, а не вдарить ли мне по пиву прямо здесь, у реки?
напротив истоков реки. Ну вот, заказал себе такой обед с пивандрием. Это meatballs с очень мягким масляным хлебушком, ну и лучок. Вот он, священный дом для мусульман, который называют Текия Дарвишей. В 15 веке был построен, а Дарвиши — это такие священные мусульманы, которые странствовали и периодически здесь, в этом доме, останавливались. Так, здесь прям внутри дома основали ресторан, а вот это самая Текия, которая расположена прям у вытекающего источника. В принципе, это была основная причина построить этот дом именно в этом месте, потому что здесь присутствует гармония и все, что нужно для священных людей, для уединения. Чтобы сюда зайти, нужно разуваться. Так, пройдемся по комнатам первого этажа. Мне дали вот такой сарафан, потому что я был в шортах. Надо будет зеркало найти, посмотреть на себя. Тут, похоже, прям священная комната. Что здесь было прям как комната наказания. А мне нравится ходить здесь босиком. Пусть хоть ноги отдохнут от ботинок. Здесь, похоже, кухня. Интересный, из дерева. Ну что, подъехал я на стоянку крепости. Оказывается, тут еще предстоит сделать подъем, который должен занять от 10 до 15 минут. Вот он, тот самый замок, который находится на скале над вытекающим источником, который снизу, кстати, не видно. У меня вообще ощущение, как будто бы я в какой-то сказке. Наконец-то я вижу боснийский флаг. Вообще боснийский флаг я вижу обычно в крепостях. А так, когда проезжаю через какие-то деревни, чаще вижу хорватские флаги в Боснии, чем боснийские. В принципе, небольшой замок. Вот я стою прям в центре его. Можно подняться к флагу. И вот напротив стена. Я не знаю, если на нее есть какой-то подход. Ну и также шикарный вид отсюда. I remember you. Yeah, I recognize you. Ukrainian from Israel. Немножко солнышко портит весь обзор, но тем не менее. Я буду выдвигаться в Сараево. По дороге хочу сделать еще небольшую остановку в городке Конец. Сегодня я не успел многое сделать, то, что планировал изначально. Башка, честно сказать, до сих пор гудит. Вчера я, конечно, дал маху. Очень много выпито было ракии вперемешку с пивом. Надеюсь, Мостер и Благай вам понравились, как и мне. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих выпусках. Бай-бай.